Хорошо. Я всех приветствую, So, всех, кто с нами, hello to everyone who's already connected. спикеров, переводчиков. Я очень рада, что этот проект состоялся, потому что мне кажется, что вот сейчас настолько важно нам объединяться на любых просторах, онлайн, офлайн. And I'm happy to greet all of our participants, our speakers, our interpreters, and I'm very happy that this project is finally taking place, because I think today is as important as ever to unite at all platforms that we have, be it online or offline. И мы назвали эту программу «Учимся вместе», потому что, мне кажется, вот второе слово «учимся» — это первая такая составляющая. Мы учимся всю жизнь. А второе, то, что мы это делаем вместе, а не поодиночке, это тоже вторая важная вещь. And we call this project Learn Together, and I think that's because the first word, learn, is an important component, because we do learn throughout our entire lives. And second, together, is because we learn together, not by ourselves. Организатор этого проекта — Центр творческих проектов «Инклюзион» при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании. And this project is organized by Inclusion Center of Creative Projects and with the support of the Cultural and Education section of the British Embassy in Moscow. Это программа образовательная, как вот нам указывает на это слово «учимся», но в то же время для нас очень важен такой формат общения, когда мы можем держать обратную связь, задавать вопросы. And this program is an educational program, as we can see from the word learn in its title. But another important aspect is that we have this format where we get feedback and have question and answer sessions. Это серия вебинаров от действующих специалистов инклюзивного театрального мира. And this is a series of webinars by important figures in the inclusive theater society. И мы рассмотрим очень многие вопросы, и наши гости, наши спикеры нам помогут в этом. Мы будем говорить о системе менеджмента, о системе продвижения театрального продукта, о работе со зрителем, поделимся методиками работы с людьми с разными особенностями. And we will cover a whole range of different aspects with the help of our guests and our speakers. And we will talk about management, about promotion of different projects and products, about working with the audience, and about the methodology for working with different groups of people with different needs. И сегодня я хочу представить людей, которые будут помогать нам работать прежде всего. Это два переводчика с британского жестового языка, Carolyn и Rebecca. And I would like to introduce two people who will be helping us work throughout our webinars. Here we have two interpreters with British Sign Language, Caroline and Rebecca. Англо-русский переводчик — это Мария. And English-Russian interpreter Maria. Переводчик русского жестового языка Наталья. And Russian Sign Language interpreter Natalia. Спасибо вам за помощь. Я надеюсь, что наши участники все поймут. And thank you for your help, and I hope that our participants will understand everything. И, конечно, я хочу представить с большой радостью нашего сегодняшнего спикера Дженни Силли. And of course, I'm very happy to introduce our today's speaker, Дженни Силли. Дженни Силли для нас практически родной человек, потому что в 2017 году мы вместе сделали, благодаря Дженни и Театру Graeae, мы вместе сделали потрясающий проект, международную версию спектакля «Прикасаемый» in touch. And of course, Jeannie is basically like a member of the family for us, because in 2017, together with her and Graeae Theatre Company, we staged the international version of the play In Touch. Когда случился первый приезд Дженни в Россию, у нас были потрясающие дни, мы открывали для себя очень много нового опыта из того, что мы даже не знали, каких-то непроторенных тропинок. Дженни провела потрясающие репетиции, в том числе и открытую репетицию, и мастер-класс, и повлияла очень сильно на создание нового спектакля, нового скрипта.
для этого спектакля. And during her first visit to Russia, thanks to Jenny, we discovered lots of different new experience which we didn't even realize we could have. And she conducted great rehearsals, including an open rehearsal and a workshop. And all of her work hugely influenced the new script of the play. В результате мы получили замечательный спектакль, который до сих пор является визиткой Центра «Инклюзион», который мы отыграли на сцене Национального Королевского музея, и потом он продолжил свою жизнь и во Франции, и в Нидерландах, и в Бельгии, и в России. And this gave birth to the play, the production, which is still a signature production of our creative center, and we have played it at the National Royal Museum, and then we moved on to present it in Belgium and Netherlands and many other places. Я хочу передать слово Дженни. Мы сегодня, я думаю, будем говорить обо многих вещах. Дженни расскажет и о театре, и о своих проектах, и о, может быть, своих каких-то задумках, и о том, как вообще все это начиналось, потому что Дженни действительно знаковая фигура, это первопроходец, да, по работе с инклюзивным театральным сообществом, и мы построим нашу встречу таким образом. And now I would like to give floor to Jenny Silli, and we will be talking about the whole range of different things, because I hope she will talk about theater and her projects, maybe some ideas that she has for the future, and also how everything started, because she truly is a pioneer in the world of inclusive theater, in the inclusive theater community, and we will organize our work in the following way. Дженни расскажет об этом, обо всем, и у нас останется еще где-то примерно полчаса на вопросы и ответы. Поэтому, дорогие друзья, наши гости, пожалуйста, пишите в чат ваши вопросы. Мы постараемся каждый из них заметить и зададим их в конце этой встречи Дженни. And once Jenny talks about all of that, we will have 30 minutes long question and answer session. So dear friends, dear guests, please write your questions in the chat room that we have, and we will try to notice all of your questions and ask them at the end of our webinar. Jenny, вам слово. And Jenny, the floor is yours. I just want to say how wonderful it is to be reconnected with my Russian colleagues, and hopefully this is the start of a new journey with you all. Я просто хочу сказать, как же здорово снова связаться с моими российскими коллегами. Я надеюсь, что это будет началом какого-то нового пути. That word learning is so important to all of us, and you realize that however old you are, I am 57, you never stop learning. И вот это слово «учиться», оно так важно для всех, каждого из нас, потому что неважно, сколько вам лет. Мне вот, например, 57. Мы всегда продолжаем учиться. And you realize learning is your own responsibility, but everyone needs equal opportunities of how to learn. И хотя обучение – это, конечно, ответственность каждого отдельного человека, но важно, чтобы у всех были равные возможности учиться. I became deaf when I was 7 years old. My best friend pushed me and I banged my head. Boom. Deaf. И я лишилась слуха в 7 лет. Мой лучший друг толкнул меня, я ударилась головой и потеряла слух. And they just gave me lots of hearing tests, they gave me my hearing aid, and then just left me. And I thought, but I don't know what deaf means. I don't know how to be deaf. I had to teach myself, and I am still learning what that actually means, how to be deaf. И, конечно, мне сделали тесты, мне дали аппарат для слуха, но
по сути, меня просто бросили одну, потому что я не знала, как это быть глухой, что это значит. И мне пришлось самой научить себя, как с этим справляться. И я продолжаю учиться тому, что же это на самом деле значит не иметь слуха. It wasn't a word that was used in my family. It wasn't used in my education. I just was deaf. So years later, when I went for an audition for a company called Graeae Theatre Company, everything changed. И это слово не использовалось в моей семье, не использовалось в моем образовании. Я просто была глухой, и все. И через многие годы, когда я пришла на прослушивание в театральную компанию Graeae, все изменилось. So just going back a little bit, I went for an audition because when I went to my university, I did dance because I was able to dance, and there I was more interested in drama because I've got big boobs. There's no way I was going to be a dancer, so I thought I want to get into acting, and I had to really fight to be allowed to do acting at university. Еще вернемся немножко назад. Я пришла на прослушивание в свой университет. Тогда я там танцевала, хотя, конечно, меня больше интересовало именно театр, больше меня интересовала драма, чем танцы, потому что у меня была пышная грудь, и меня точно бы не взяли именно в танцы, поэтому я решила заняться именно актерским мастерством, и мне пришлось побороться, чтобы меня действительно заметили и пустили в актерскую профессию. So I went to an audition to be an actor in Graeae's first play for all deaf and disabled women. И я пришла на прослушивание, чтобы стать актрисой в театральной компании Graeae в их первой постановке, где были исключительно глухие женщины с инвалидностью. And I walked into this room, and there were women with guide dogs and white sticks who were blind. There were women signing, voice off, sign language. There were women with no arms, women in wheelchairs, women who were short. So many different women. Я зашла в эту комнату, и там были все эти женщины. Какие-то были с собаками-поводырями, какие-то были с палочками. Кто-то из них использовал язык жестов, у кого-то не было конечностей, кто-то был в инвалидной коляске, кто-то был малого роста. Все эти женщины были такие разные. I had never seen so many different women in my life. And it was seeing a woman called Caroline signing and speaking. I just went, oh my goodness, she's just like me. It was like an epiphany. Sorry. Я никогда не видела так много разных женщин сразу. Там была женщина по имени Кэролайн, которая использовала жестовый язык и говорила, и я подумала, боже мой, да она же совсем как я, и тут меня как будто озарило. And for the first time in my life, from the age of 7, and I was now 24, I said, my name is Jenny, and I'm deaf. First time, and it was just like, oh, I've suddenly found my home. I found where I belong with this glorious, diverse range of women who all had different access requirements. But my God, they were actors, they were there. It was wonderful. И впервые в своей жизни с возраста 7 лет, а мне тогда было 24, я сказала, меня зовут Джинни, я глухая, и я вдруг почувствовала, что я нашла свой дом, место, где я действительно подхожу, место, которому я могу принадлежать, с которым у меня есть связь, и здесь были все эти разные женщины с самыми разными нуждами, и все они были актрисы.
And I got the job. I got the acting job, and so was the beginning of my real political awareness of what it meant to be deaf and the access and inclusion are human rights. They're not just things, they are human rights. И я получила эту работу, и так началась моя карьера, мой путь такой политической информированности о том, как это быть глухой, и о таких вопросах, как доступность и инклюзивность, ведь это действительно права человека, а не просто какие-то идеи. And it was on that tour when I was just so shocked meeting deaf and disabled women who were institutionalised, who weren't given a proper life. They were just locked away or restricted in their potential. I was horrified, and that really made me roll up my sleeve and think we have to fight for equality. И именно на этих гастролях я была просто шокирована положением глухих женщин и женщин с инвалидностями, которые оказывались в специализированных заведениях, потому что они не получали достойной жизни, кого-то из них просто где-то, по сути, заперли, кого-то ограничивали в том, чтобы развивать их потенциал. И я была просто поражена, шокирована этим, и я решила, что нужно закатать рукава и действительно бороться за равенство. Graeae Theatre was set up 40 years ago in March this year, 40 years ago by a man, a Turkish disabled man called Nabil Shaban. И Graeae, театральная компания Graeae была основана 40 лет назад. Мы будем отмечать как раз в марте 40-летие. Она была основана турецким человеком с инвалидностью по имени Набиль Шабан. And the name Graeae comes from a Greek myth. And in this myth, there were the 3 Graeae sisters who shared between them one eye and a tooth. And then Perseus came and stole them because he wanted to know how to kill the Medusa. So the 3 sisters tell him immediately because they want their eye and their tooth back. Perseus doesn't give them back. He holds on to them and flings them into the wilderness. So no longer do the Graeae sisters have an eye and a tooth. И, собственно, название театральной компании Graeae происходит от греческого мифа, где было 3 сестры, у которых на всех 3 был 1 глаз и 1 зуб, и Персей украл у них глаз и зуб, потому что хотел узнать, как же убить Медузу. Они, конечно, сразу ему рассказали, как это сделать, но он не отдал им назад их глаз и зуб, а просто выбросил их в лес. At the end of the story, it says, the Graeae sisters were left screaming and defenseless. И в конце истории просто говорится, что эти сестры остались беззащитными и кричали. We now, as a company, we are screaming, but we are not defenseless. We are just screaming for that need for real equality in the theatre, in television, in film, in the radio. We want equality of opportunity. И сегодня мы как компания, может быть, и продолжаем кричать, но мы не беззащитны. Мы кричим о том, что необходимо равенство. Равенство в театре, на телевидении, в кино, на радио. И мы боремся за это равенство возможностей. And what we do the same as the Graeae sisters, we share what we have. So if someone is a sign language user, we provide interpreters. If someone is blind, we provide a note taker and a guide. If someone is a wheelchair user, we provide a ramp. We just provide the access to allow our actors to be the best they can be.
И в нашей театральной компании Graeae мы делимся тем, что у нас есть. Если человек использует язык жестов, то мы предоставляем переводчика. Если человек незрячий, то мы предоставляем того, кто будет записывать, и того, кто будет его сопровождать, предоставляем ему гида. Если человек в инвалидном кресле, то мы построим пандус. Таким образом, мы делаем все, чтобы наши процессы были доступными, и чтобы наши актеры имели доступ и возможности. We work with the social model of disability. For too long, we were all part of the medical model, which is, oh, you're in a wheelchair, what's wrong with you? You have to sort everything out. Well, there's nothing wrong with us. It just, if there's no ramp, then we can't get in the building. If there's no interpreter, then we can't access the meeting or the rehearsals. So the social model is, it is everyone's responsibility to take on access and to be aware. И в своей работе мы используем социальную модель подхода к инвалидности. Слишком долго использовалась именно медицинская модель. То есть, когда человек в инвалидной коляске, то сразу все говорят, что с тобой не так, решай проблему сам. Но мы не считаем, что с нами что-то не так. Если нет правильного маршрута, если нет пандуса, человек не может попасть в здание. Если нет переводчика, то ему недоступна репетиция или встреча. Социальный подход – это когда мы считаем, что все несут ответственность за то, чтобы был доступ и осведомленность. Now, in the UK, many theatre buildings are now accessible, physically accessible, but the biggest barrier we have is attitude. В Великобритании сейчас огромное количество театральных зданий доступны физически, но самый главный барьер, с которым мы сталкиваемся, это именно отношения. And that attitude of ignoring, marginalising, pushing away is in education, it's in theatre, it's in the social world in which we deaf and disabled people live. И это отношение проявляется в игнорировании, маргинализации, отдалении. И мы видим это и в образовании, в театре, в социальном мире, в котором живут люди с инвалидностью. In the Graeae book, which unfortunately is not translated yet into Russian, but it's our book, Graeae, A Work in Progress, and in the back is a play called Sorry, which outlines some of those attitudinal attitudes. И в нашей книге компании Graeae, которая еще, к сожалению, не переведена на русский, это то, над чем мы работаем, есть раздел, который называется «Извинения», и там описываются примеры подобного отношения, о котором я говорила. I'm going to read out a few examples. И я зачитаю несколько примеров. You could come to drama school when you're cured. Можете прийти в театральную школу, когда вы лечитесь. I thought all those disabled people busking in the foyer of the theatre were just trying to raise some money for themselves. I didn't think that they would be in the theatre, in the show. Я думал, что все эти люди с инвалидностью, которые тут рыскали вокруг театра, пытались лишь собрать немного денег для себя. Я не думала, что они будут в театре или участвовать в шоу. Shelley, darling, you must see that people do not come to the theatre to be reminded of the tragedy of being handicapped. Шелли, дорогуша, я думаю, что люди приходят в театр не для того, чтобы им напоминали о трагедии того, чтобы иметь инвалидность.
So these are some of the barriers that Graeae Theatre has had to bang against and smash in our fight to be allowed on the stages in England, well, all over the UK. We have had to fight that attitude that the stage is for someone who is not disabled. It is not for disabled people. И это вот пример некоторых барьеров, которые компании Graeae приходится разрушать в своей борьбе за то, чтобы иметь доступ к сценам по всей Великобритании. Мы боремся с этим отношением, что сцена не для людей с инвалидностью. When I started years later after acting with Graeae, I then got the job as artistic director. And I knew three things that had to happen. One, we needed to set up actor training to make sure that we were as good as non-disabled actors. Two, we had to be on as many different stages as possible, because theatre, I believe, challenges and changes people's perceptions of what you can do. Через много лет после того, как я играла в театре Graeae, я получила должность художественного руководителя. Я считала, что должно произойти три вещи. Во-первых, нам нужно было работать над качеством нашего продукта, над качеством постановок, потому что мы должны были быть так же хороши, как и актеры без инвалидности. Во-вторых, я считала, что нам необходимо выступать на максимально большом количестве сцен, потому что я верю, что театр бросает вызов тому, как мы видим мир, и тому, что мы считаем возможным. And so we started both things. We set up our own drama training, which Jodie will talk about more tomorrow. And I decided I wanted to do a real range of plays. But how we do our plays is different. Our plays are entirely, for the most part, cast with deaf and disabled actors. And we use their skill. I'll just go back a bit, sorry. So our plays are fully cast with deaf and disabled people. That's the number one important thing. И мы создали свою программу подготовки актеров. Мы поговорим об этом завтра. И мне казалось очень важным ставить самые разные спектакли. Но наши спектакли уникальны, они отличаются от других, потому что состоит из глухих актеров и актеров с инвалидностью, и мы там используем их навыки. So we go to theatres where the backstage is accessible, where the auditorium is accessible for audiences. And we do a play, whether it's Shakespeare or it's new writing. But my very first play with Graeae was a play called Two, with two characters who owned a pub. And they played all the characters. So I had two actors with two sign language interpreters, and they were all part of the same show, not on the side, but they were integrated. И поэтому мы ставим наши постановки в театрах, где есть доступ к закулисью, где есть доступ к аудитории, и мы применяем этот подход что к Шекспиру, что к каким-то современным постановкам. Но самый первый мой спектакль, это был спектакль под названием Two, двое, где было два актера, два персонажа в пабе, и они играли все роли. Причем мы задействовали двух переводчиков языка жестов, и все они были интегрированы в процесс, они просто стояли где-то за сценой. So I had one woman, deaf, and one sign language interpreter. They both wore the same costume, so they worked together. And one man was a wheelchair user, and then a male interpreter wore the same costume.
So it was a play now with 4 people, not just 2. So for deaf audiences, they could fully access it, and hearing audience could access it because they could hear the voices. И как это работало? У нас была глухая актриса, и вместе с ней работала переводчица языка жестов, у них был один и тот же костюм. Второй актер был мужчина в инвалидной коляске, и ему помогал переводчик языка жестов, и они тоже были в одном и том же костюме. Так что эта пьеса уже была пьесой для 4 человек, а не 2. И спектакль был таким образом доступен как глухой аудитории, потому что был язык жестов, и также аудитории слышащей, потому что они слышали голоса. But not all deaf people use sign language, and the voice was not enough for blind people. I needed to find a way of having captions for deaf people who want to read what's being said, and I had to find a clever theatrical way of ensuring that blind people could be fully embedded within the story and get the story. So I had to find a way of making the audio description better. So I was on a learning journey. Но не все глухие люди используют язык жестов, и голоса недостаточно для незрячих. Поэтому мне действительно нужно было найти способ, чтобы предоставлять еще и какие-то субтитры для слабослышащих, для неслышащих, и найти какой-то хитрый театральный способ, чтобы и незрячая часть аудитории тоже была вовлечена в историю. Так что я искала какие-то способы вписать туда аудиодескрипцию, и мне самой в процессе приходилось учиться. So there are 3 plays which changed my life and changed how Graeae works. И было 3 пьесы, которые изменили мою жизнь и изменили то, как работает театральная компания Graeae. One was a commission. We commissioned a visually impaired writer called Kate O'Reilly to write a play called Peeling. Для первой мы наняли драматурга Кейт О'Райли, слабовидящую. And her brief was to use the language of audio description to be attached to the actors, not something that blind people heard in a headset, but to be live on stage and owned by the performers. И ее задача была как-то вписать туда аудиодескрипцию, чтобы ее не просто слышали незрячие люди в аудитории в наушниках, а чтобы это было включено громко на сцене, и чтобы с этим также взаимодействовали актеры на сцене. So I had one actor who was very short, one actor who was small, who was a wheelchair user, and one actor who was deaf. 3 women. И здесь было 3 актрисы. Одна была очень низкого роста, в инвалидной коляске, и одна была глухой. And they used the audio description to talk about their costumes, to talk about each other. It's like, she's got a miserable face, or her eyes look at her like a dart. So they used it to inform the audience about facial expression, but also about practical things like costumes. И они использовали аудиодескрипцию для того, чтобы говорить о своих костюмах, а также для того, чтобы говорить друг о друге. То есть, например, посмотрите, какое у нее неприятное лицо, или ее глаза так и прокалывают тебя насквозь, пронизывают тебя насквозь. И таким образом они использовали аудиодескрипцию не только для того, чтобы рассказывать историю, но и для того, чтобы описывать какие-то практические вещи, такие как костюмы. The play
was in various different locations, so it became really important that the sound was also thought about as access for blind people. Но мы ставили эту пьесу в самых разных локациях, в самых разных местах, и поэтому было очень важно подумать о том, чтобы звук был доступен. Now for deaf people, because there's one character who was deaf, and sometimes the other two women were just chatting, and the deaf one would say, what? They would just ignore her. That was part of the play. So I couldn't have an interpreter on the stage, so we made the decision to have captions, subtitles. И здесь важно было помнить аспект с отсутствием слуха, ведь одна из актрис была глухой, и поэтому иногда две остальные болтали между собой, она говорила что, и они просто ее игнорировали. И этот момент тоже был частью постановки, поэтому у нас не было переводчика на сцене, вместо этого мы добавляли субтитры. So deaf audiences really felt connected to the deaf character. So when she was being left out, they were being left out too. But we also had some things that were just for deaf people. So it's about getting that balance that all the audience have to access everything, but not necessarily at the same time. И поэтому глухая часть аудитории действительно чувствовала связь с глухим персонажем, потому что когда ее игнорировали, исключали, они тоже были исключены из разговора, но с другой стороны у нас были специальные аспекты как раз исключительно для глухой аудитории. Поэтому очень важно, как мне кажется, всегда соблюдать этот баланс, чтобы был какой-то необходимый момент, было все необходимое. It was also one of those plays where the three women talked about what it was like being disabled in a very non-disabled world. So it was a very open conversation about disability. Not, oh my God, I'm disabled. No, it's like, I am disabled, but the rest of the world don't understand. So it was really, really rich in emotion, in content, relationships and access. И еще в этой пьесе три женщины говорили о инвалидности в очень неинвалидном мире. И это действительно был очень открытый диалог, очень открытое обсуждение вопроса инвалидности, но не в таком ключе, как «О, боже мой, я инвалид», а скорее «Да, я инвалид, а остальные не понимают». И здесь мы делали упор на эмоции, на содержание, на отношения, на доступ. The learning from Graeae was extraordinary because we realised that artistically we have to create audio description, captioning, subtitles ourselves, that it becomes part of a whole theatre experience. It's not just added on, it's part of everything. So that has changed how we work forever since then. И в этом плане в Театре Graeae мы действительно очень многое почерпнули, многому научились, потому что мы поняли, что с художественной точки зрения нам нужно создавать аудиодескрипцию, аудиоописание и субтитры самим, и делать это так, чтобы оно становилось частью цельного театрального опыта, чтобы это было частью всего процесса, и это действительно изменило то, как мы работаем во всех последующих постановках. I think the next big play that really also changed our lives and, you know, put Graeae on the map as a skilled theatre, as a mainstream world, was a play called Blasted by Sarah Kane. И следующая пьеса, которая действительно изменила нашу жизнь и сделала театр Graeae известным в мире именно профессионалов, это пьеса Blasted Сары Кейн. And in her script, she has things like he gulps down the gin,
written with a round bracket, meaning that is action, not spoken action, but action. И там был такой момент, где написано, что она выпивает джин залпом, и это ставилось в круглые скобки, и это означало, что это не просто действие, о котором говорят, а именно действие, которое производится. But I was working with my literature manager, Alex, who is blind, and she said, Jenny, this works as voiced staged audio description. Why can't the actor, the character say, he gulps down the gin? Why not? И я работала в этот момент со своим менеджером Алексом, и он слепой. И мы говорили о том, что это работает как момент аудиодескрипции. Нельзя, например, сделать, чтобы какой-то актер говорил, а она выпивает джин залпом. And so it began the most extraordinary exploration of this play. And so the actors with the round brackets, they would say their lines, like Kate shook her head, Kate laughed, Kate sucked her thumb. So that was all the audio description. But the big stage directions, we shared them amongst the actors, just thinking in which scene, who was the protagonist, who was the lead character in each scene, and they owned most of the stage directions. И поэтому мы начали этот действительно поразительный процесс исследования этой пьесы, вот этого момента с круглыми скобками, и поэтому мы делились всеми указаниями по расположению по сцене с нашими актерами, всеми указаниями для режиссеров, и таким образом вместе с ними пытались определить, кто в какой сцене главный герой, и действительно все актеры в итоге прочувствовали, по-новому восприняли все эти режиссерские указания. So it meant that the play became non-naturalistic, which is actually what the writer intended, but no other director had ever done it abstractly. They'd always tried to do it naturalistically. И в итоге эта пьеса стала ненатуралистичной, что, собственно, и было задумкой автора, но до этого ни один режиссер не ставил ее абстрактно, а скорее, наоборот, пытались сделать ее натуралистичной. And so some of the scenes where there is absolute horrendous brutality, the actor actually remains very still and just narrates the stage direction of what it is he is doing. And it meant that people just had to watch and listen to the words he had to say. So it became very, very, very powerful and just a very different way of doing this play. И в итоге даже в сценах, где творилась ужасная жестокость, актер оставался очень неподвижным и просто рассказывал, что делает. И таким образом аудитории, зрителям приходилось просто смотреть и слушать то, что он говорит. И это действительно было мощным способом поставить эту пьесу. For deaf people, the whole play was pre-recorded sign language with deaf actors. So the hearing actors on stage had to make sure that physically and vocally they matched the sign language on the screen. Hard work for the actors. И для глухой части аудитории мы специально предзаписали заранее эту пьесу на языке жестов с участием глухих актеров, поэтому актерам, у которых есть слух и которые были на сцене, приходилось стараться делать так, чтобы физически и с точки зрения голоса они совпадали с тем, что показывалось на экране. Очень сложная у них была задача. And I remember saying to one of the actors, Gerard, you need to be more in time with the signing. And he said, Jenny, please remember that I am visually impaired. I can't actually see the screen very well.
I was like, oh God, of course, yes. Oh dear. So it meant that his co-worker, who was called Jenny, had a series of just taps or squeezes to know that he was on track with the sign language, so they were matching on stage. So a very sophisticated cueing system of touch. И я помню, что в какой-то момент одному из актеров я сказала: Джерард, тебе нужно быть более синхронизированным с языком жестов. И он сказал, что, ну, имея в виду, что я слабовидящий, поэтому я не могу следить за тем, что происходит на экране. И я сказала: о боже, действительно. И я помню, что его коллеге по имени Дженни приходилось тогда специальным образом дотрагиваться до него или как-то немножко пощипывать, чтобы он понимал, что он синхронизирован с тем, что показывается на экране. Так что у нас была действительно очень сложная система таких вот тактильных подсказок. So I suppose it's fair to say, you know, the experimentation of how you create sign language or subtitles, audio description into any play, if that's at the start of your artistic thinking, then anything can happen, and it becomes theatrically richer in that exploration. И мне кажется, что можно с уверенностью сказать, что если ваш опыт, если ваши эксперименты в том, как вы вместе отталкиваются от идеи языка жестов, субтитров, аудиодескрипции, то в вашем поиске вы можете прийти к чему угодно, если в основе вашего театрального мышления. И в этом поиске вы можете открыть очень многое. You will have noticed that I haven't said anything yet about access for deafblind people. И вы, наверное, заметили, что я еще ничего не говорила о доступности для слепоглухих. This is where I need to continue my learning with you. With the whole in touch experience was so profound. And we've done some small bits, but I really need to reconnect in terms of my learning. И это момент, где мне предстоит еще продолжить мое обучение в сотрудничестве с вами. И в этом плане работа над проектом «Прикасаемый» действительно была очень глубоким опытом, но мне еще предстоит многому научиться и заново соединиться с этим процессом. What we have done is I'm just still talking just about blind people and not deafblind at the moment. For blind and visually impaired people, all of our marketing is accessible. We create an accessible e-flyer, which has a sound, it has voices of the script, voices of everything that's the fabric of the play, and also the sound. So it's the same as a visual flyer, but it's all translated into sound to make it a richer experience for a blind person getting that information. И что же мы сделали? Я сейчас пока буду еще говорить только о незрячих, а не о слепоглухих. В том, что касается незрячих и наш маркетинг в этом аспекте работает следующим образом. Мы создаем такие электронные флаеры, которые задействуют звук голоса, в том числе это касается и текста пьесы, и всех остальных аспектов постановки. И если вы знаете, существуют визуальные флаеры, визуальные брошюрки, то мы создаем их такую вот звуковую версию, где стараемся передать слабовидящим и незрячим весь этот театральный опыт, все эти театральные ощущения. And we create a BSL flyer, so for deaf people, when we're selling the show, they click onto a video, a deaf person signing all the information about the play. И для глухих мы создаем специальный флаер на английском языке жестов, на британском языке жестов, который создается с участием глухих специалистов, и там они как раз рассказывают о постановке. Before the show, a blind person will be given either a link or a tape
of all the actors explaining who they are, the colour of their skin, gender, their physicality, you know, their disability, and then they will talk about their character and what their character is wearing. And this tape also includes the designer of the show explaining about the set design. So all the visual information is there. И перед шоу все слепые зрители получают либо ссылку, либо запись, где все актеры рассказывают, кто они, какого цвета их кожа, мужчина они или женщина, как они выглядят физически, какая у них инвалидность, а потом уже рассказывают о своем персонаже. И также в этой записи рассказывается об оформлении постановки, о декорациях, так что вся визуальная информация предоставляется таким зрителям. And we also create a small model box, so blind and visually impaired people, a model box of the set design, so people can physically touch it and get a sense of all the different components of the set. И также мы создаем небольшую модель наших декораций, чтобы они могли физически потрогать, чтобы слепые и слабовидящие могли именно физически потрогать все компоненты постановки, все компоненты декораций. So this is what we do for theatre. There's inside a theatre, but we also do that when we're invited to festivals, outdoor festival work. It is still the same process, but outdoor work, it's more difficult to hear audio description. So we have with us an actor who is our audio describer, who will speak in the headset to blind people. That seems to be a best practice for outdoor work. И мы так подходим ко всем это вот то, что мы делаем в наших постановках внутри театра, но мы также делаем это и на фестивалях, которые проходят на открытом воздухе. Процесс остается таким же. Единственное, что на открытом воздухе гораздо сложнее ситуация с аудиодескрипцией, и в таких случаях мы назначаем специального актера, который эту аудиодескрипцию делает специально в канал, который через наушники слушают аудитория. Нам кажется, что это наилучшая практика в таком моменте. Captioning is more difficult for outdoor work, mainly because of the light, because of the equipment. So there is a fantastic organisation called Talking Birds. So you can have the script on your phone. So you can read the script while the actors are talking. Or, of course, we always have everything interpreted anyway, outdoors or indoors. Вопрос с субтитрами гораздо сложнее, когда мы говорим о постановках на открытом воздухе, потому что есть проблемы, есть аспекты со светом, с оборудованием, и в этом плане есть специальная шикарная организация, которая позволяет выводить текст пьесы на ваш телефон по мере того, как она идет, ну или же мы пользуемся переводом, который мы используем на постановках в театре и на улице тоже. The real joy of doing outdoor work is you create a short play, but something that's quite visual and spectacle. But what the most important thing about outdoor work is the festivals in the UK are free. That means people who don't have a lot of money can go. And it carries on creating the visibility of deaf and disabled people. Because not everyone wants to see theatre in a theatre. So being outdoors, it means more people are aware of deaf and disabled performers, which is very important. И в чем же основная радость от постановок на открытом воздухе? Это короткие пьесы, и они действительно очень визуальные, очень красивые. Это, как правило, целое представление. Но самое главное, это что в Великобритании
такие постановки бесплатные, и поэтому люди, у которых не так много средств, могут их посетить. И таким образом это повышает видимость актеров глухих и с инвалидностью. И не все люди могут позволить себе сходить в театр внутри театра, но и поэтому благодаря таким постановкам гораздо больше людей получаются охваченными, осведомленными о людях с инвалидностью, о глухих людях, и это действительно очень важно. And sometimes outdoor work is more accessible for people who like to attend to relaxed performances, but there's a sort of equality of outdoor spaces, so people can be contained within the space that they want to be in. They can move and they can fidget, they can walk away if they want. It feels like something more accessible about it in a way. И еще один момент, что с постановками на открытом воздухе повышается доступность постановок, потому что здесь люди более равны между собой, и здесь больше пространства, они могут располагаться, как им удобнее, они могут передвигаться, кто-то может уйти, когда захочет, так что здесь больше еще и доступность. I think one of my biggest challenges, though every single play I ever do is a huge challenge of how to get the access beautifully integrated. But the biggest one was doing the opening ceremony of the Paralympic opening ceremony in 2012. И мне кажется, один из самых главных вызовов – это как интегрировать доступность в постановку, потому что это всегда большая проблема, и такая же большая проблема была в церемонии открытия Паралимпиады в 2012 году. It was the first time in history of the Paralympics that a deaf woman and a disabled man had been artistic leaders of a ceremony. Потому что впервые в истории Паралимпиады люди с инвалидностью возглавили художественную часть церемонии. And our starting point was the Universal Declaration of Human Rights. That was absolutely the foundation of everything that we did. И нашей отправной точкой была Всеобщая декларация прав человека. Это была основой всего, что мы делали. And there's so many directors, I don't think they'd realised what we actually meant about access, what we meant about inclusion, because we were determined that all those aspects of sign language, of captioning, of employment of deaf and disabled artists was fundamental to our story. И мне кажется, многие режиссеры не до конца понимали, что мы имели в виду под доступностью и инклюзивностью, потому что наше намерение было в том, чтобы язык жестов, субтитры и прочие аспекты были важной частью нашего процесса. And so the biggest battle, as I said earlier in this talk, the biggest battle with everyone we were working with was change their attitude and looking about what was possible. And so later, you know, when the show became nearer and nearer, I saw a man with a big rope walking into the field of play with some tape. I thought, oh, what are you doing? He said, I'm just marking the points for the blind performers so they know where they are. And I thought, yes, you've got it. You've got it. И мне кажется, основной баталией, основной проблемой нашей во всей нашей работе было со всеми, с кем мы работали, было изменить их отношения и заново посмотреть, что можно сделать. И позже, по мере того, как приближалось шоу, я увидела, что ходит по сету человек с лентой и что-то там делает. Я спросила его, что ты делаешь? Он сказал, я отмечаю места, на которых будут стоять слепые актеры, чтобы они знали, где они находятся. Я сказала, ну да, ты все правильно сделал, все правильно понял.
And when the costume makers realised that they had to have the skirt slightly shorter so it would get trapped in someone's wheelchair, or they realised that someone had a walking stick, needed to make sure that the dress or the trousers were not as flared, that they were narrower, not to get in the way. All those elements of detail that come from when you have a conversation with someone about what they need. И, например, костюмеры стали понимать, что стоит делать юбки короче, если актер, например, в инвалидном кресле, чтобы юбка вдруг не попала, не зацепилась за ее элементы, или же, например, если человек с тростью, то, возможно, опять стоит делать юбку или штаны не такими развивающимися, чтобы, опять же, это не мешало. Все эти маленькие детали осознаются и появляются, когда вы разговариваете с людьми о том, что им нужно. So we were always learning, and we're now in 2021. So 8 years ago, it was incredible doing that ceremony, but you can't just stop it. Oh, brilliant, I've done a big, massive ceremony. Oh no, I have to keep learning. And we have a responsibility to ensure that deaf and disabled people are still on as many different platforms as possible. Because I always think if we're not visible, people will forget who we are. И мы постоянно учились. Сегодня на дворе уже 2021 год, и 8 лет назад это действительно была невероятная церемония, но нельзя сказать, что вот мы провели большую церемонию и все. Мы должны продолжать учиться, потому что я считаю, что глухие люди, люди с инвалидностью должны быть представлены на максимальном количестве самых разных платформ, потому что мне кажется, что если ты не имеешь какой-то видимости, то очень быстро забывают, кто ты. And because of the work with In Touch in Moscow, it meant we were able to really challenge the National Theatre of England around the accessibility of deaf-blind people and challenge Graeae. So that has started to really form a part of our learning. I don't think the National Theatre knew what. They were like, oh, they suddenly had to think about many, many different things. And you realise that the exchange from one country to another is really, really valuable. И в проекте «Прикасаемый», который мы проводили совместно с Москвой, мы действительно бросили вызов и Национальному театру Великобритании в том, что касалось работы с глухими и людьми с инвалидностью, и в том, как работала театральная компания Graeae в том числе, потому что это действительно стало частью нашего процесса обучения. И мне кажется, что Национальный театр даже не осознавал многие аспекты, потому что они до этого о многих вещах, которые мы использовали, даже не задумывались. И тут мы осознали, что такой обмен между странами действительно играет большую роль. And I think it's important to say that the In Touch cast, the Russian cast and the UK cast, are part of the National Theatre's history. It's the first time ever that deaf-blind people have performed on that stage. An important part of history. И также, мне кажется, очень важным отметить, что актерский состав проекта «Прикасаемые», и это и русские, и британские актеры, был действительно важной вехой в истории, потому что на моей памяти это было впервые, когда на сцене Национального театра играли слепоглухие. And I feel very lucky. I've worked a lot with disabled people in Bangladesh and a lot with disabled people in Japan. И мне очень повезло, я много работала с людьми с инвалидностью в Бангладеше и в Японии. In Bangladesh in particular, they have no human rights whatsoever.
So doing a production of Romeo and Juliet with Bangladeshi performers, disabled performers, in the National Theatre of Dhaka was absolutely, I love that historical moment when people realise that deaf and disabled people should not be hidden away from society. И в Бангладеше эта работа была особенно важной, потому что ситуация с правами человека там просто плачевная, потому что они, по сути, отсутствуют, и поэтому постановка Ромео и Джульетты с участием бангладешских актеров в Национальном театре там была действительно исторически важной, потому что в тот момент люди осознали, что глухих людей, людей с инвалидностью нельзя прятать от общества. So when you realise that deaf and disabled people are and have to be equal in society, when you realise that access, sign language, ramps, subtitles and other things are theatrically rich and necessary, these things inform the future of how you can carry on working. И мне кажется, когда ты осознаешь, что глухие люди, люди с инвалидностью действительно являются равными в обществе и должны быть равными со всеми остальными людьми в обществе, когда ты понимаешь, что язык жестов, субтитры и другие аспекты богаты с театральной точки зрения, и что они необходимы в театре, то из этого ты черпаешь информацию для своей будущей работы. When you get together a group of deaf, disabled and non-disabled artists with sign language interpreters, guides with Braille, and you just start talking about the stories you want to tell and how you want to tell them, everything is possible. How people see the world. И когда вы собираете вместе глухих людей, людей с инвалидностью и людей без инвалидности, а также переводчиков с языка жестов и гидов по Брейлю, то и обсуждаете, какую историю вы хотите рассказать и как вы хотите ее рассказать, то возможно все, и возможно поменять то, как люди воспринимают мир. And I just want to end by saying I really believe, and I hope you do too, that theatre can transform perceptions of possibility and whose story is it. So together we can really just smash down all those barriers and make gloriously rich, accessible theatre. И мне хотелось бы закончить, сказав, что я верю, и надеюсь, что вы верите тоже, что театр может действительно изменить то, как мы видим мир, и для кого он доступен, разрушить все барьеры и поменять то, как мы видим театр. So maybe this is a good time for some questions and answers. I hope that some of what I've said makes some sort of sense. I could talk for hours and hours and hours about Graeae. И, может быть, сейчас уже пришло время для вопросов и ответов. Я надеюсь, что то, что я говорила, было понятным, потому что я могу часами говорить о Graeae. Женя, спасибо огромное. Я еще раз прям окунулась в те наши года, когда вы так много рассказывали, так много проводили тренингов, изобретали буквально вот сходу какие-то упражнения. Я прям их все записывала. Они до сих пор у меня подробненько записаны. Вот. И я думаю, что это прям очень интересно было нашим слушателям. У нас есть несколько вопросов, и можем мы подключить звук Антону Янову. Он попросил не писать вопрос, а задать его голосом, потому что ему сложно писать. And thank you very much. And I really felt that I just sort of got myself immersed back into those years when we talked so much with you, and when you conducted all those wonderful trainings, and when you basically invented various wonderful exercises on the spot. I have them all written down, and I still keep them throughout all those years. And I'm sure that everything you said was very interesting for our audience to hear.
And as far as questions are concerned, we have several questions, and I hope we can give audio access to Anton Ulyanov, who asked to voice his question vocally because it's very difficult for him to write. Антон, вы нас слышите, если вы можете говорить? Я вас слышу, да, вы меня слышите? Can you hear us? Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, Дженни, за ваш рассказ. Я хотел... У меня есть несколько вопросов. Во-первых, я хотел спросить... Да, во-первых, я скажу, что у меня ДЦП, я художник, я занимаюсь прежде всего практиками, связанными с перформансом, кино, видеоартом. Вопросы такие. Ну, давайте я по очереди, чтобы, наверное, было удобнее переводить. Вот вы рассказывали о том, как речь актеров работает в некоторых спектаклях как аудиодескрипция. Известны ли вам случаи, когда специалист, да, аудиодескриптор или переводчик на жестовый язык вводился в ткань самого спектакля как некое художественное решение? Это первый вопрос. Я не знаю, может быть, сначала переведете, потом да. Yep. So hello, and I would very much like to thank Ginny for her story, for speech, and I have several questions. I would like to begin by saying that I have ICP, and I mainly work in cinema and other visual arts, and I will ask my questions one by one, so it would be easier to interpret them. So you talked about actors and their speech, how their speech is used as audio description, and I would just like to ask you whether there have been cases when actors or interpreters, for example, with ICP, were also involved and in the production, or whether they were intertwined in the production somehow. Graeae has worked a lot with actors who have CP. Always our casting philosophy is the best actor for the part, for the character, gets the job. Да, я много работала с актерами с ДЦП, и наш подход к выбору людей для состава актеров — это тот, кто лучше всего будет подходить под персонажа. And I remember a long time ago working with an actor with CP and a differing voice pattern called Jamie Bedard. We worked on a big mainstream show. And the writer had everything Jamie said, another character would repeat it. And Jamie said, Jenny, no, this is very disempowering to me and my voice. И я помню, что долгое время назад я работала с одним из актеров с ДЦП, и он также работает как актер, озвучивающий разные роли. Его зовут Джейми Беддард, и один раз он работал на очень крупном шоу, и все, что он говорил, затем повторялось другим актером. И он сказал мне: нет, это не подходит, потому что это уменьшает мою роль, уменьшает мою значимость в этой постановке. So it really challenged the writer to rethink about the script, knowing that everyone has to get all the information somehow, but not necessarily by that process of just repeating everything Jamie said because his voice is different. So there is always a way of ensuring that everyone hears what is said at some point. So yes, we do work with actors who have cerebral palsy, if they're the right actor for the part.
Но в том, что касается именно самого текста пьесы, важно, чтобы вся информация была донесена, но, конечно же, не обязательно это делать через именно повторение, повторение текста, потому что таким образом меняется голос, озвучка получается уже другим голосом. Но важно, чтобы все услышали, так что да, мы действительно работаем и с актерами, с ДЦП в том числе. One of our actors uses eye gaze, so it's he blinks and the screen becomes voice activated. We've had David in plays, so there is always a way. Always making something work. И один из наших актеров использует eye gaze, и таким образом экран активируется, когда он моргает, так что всегда есть какой-то способ донести информацию. Антон, у вас был еще вопрос или это все? Да, я хотел спросить. Да, пожалуйста. По поводу это вопрос, который меня очень давно заботит, когда мы говорим об инклюзии, очень часто говорят, что настоящая инклюзия будет, когда слово инклюзия будет не нужно, да, и, собственно, суть доступности, да, что общественные места доступны и для людей с той или иной инвалидностью, и для всех прочих, да, и то же самое, мне кажется, идеал театра или кино инклюзивного, когда, допустим, проходит фестиваль театральный, и в нем участвуют как инклюзивные спектакли, так и спектакли, не создававшиеся специально как инклюзивные. Да? Например, в прошлом году, когда проходил форум фестиваля «Особый взгляд», позапрошлым, да, уже, то, допустим, там был спектакль «Магазин», который был сыгран драматическими актрисами на основе опыта женщин с мигрантским опытом. И, соответственно, и он выглядел, да, и рядом с ним инклюзивные спектакли выглядели совершенно на равных, да, то есть это и то воспринималось как искусство. Вот скажите, в вашем опыте наблюдаете ли участие, да, спектаклей инклюзивных в общих каких-то фестивалях, да, то есть когда не выделяется это в какую-то отдельную нишу, а просто идет на равных, да, и то искусство, да, вне зависимости от того опыта, который представлен. And another question which has been interesting for me for quite a while is the topic of inclusion, because, you know, they often say that we will reach real inclusion when the word inclusion will be no longer necessary, and when you know, we have these accessible environments, we have common spaces accessible to everyone. The same can be said about theater or cinema, for example. We had this theater festival not long ago, when we have theater or cinema festivals which would include inclusive plays and plays which were not meant to be inclusive. For example, how we had this during the festival Special View 1 or 2 years ago, and there was a play involving actresses which had migration experience, and this play was produced next to inclusive plays, and they seemed equal, they seemed on a par with each other, because everything was simply viewed as art regardless of the specialization. And from your experience, what is the situation with participation of inclusive productions in just like common big festivals, when they're not presented as a separate niche, but when all productions are seen as equal, all are seen as art, regardless of the specifics of their experience? I mean, I think you're right. Everything should naturally be inclusive.
You know, it's about how we work together to end ableism, if that makes sense. And you know, in a way, I am probably the only artistic director in the world that wants to close its own theatre company down, because really there should be no need for Graeae. All theatre should employ deaf and disabled artists all the time. И я думаю, что вы абсолютно правы, потому что все должно быть инклюзивным, и важно именно то, как мы работаем вместе, и как мы ищем пути, чтобы положить конец, наоборот, этому подходу, основанному именно на способностях, этот ableism, когда, наоборот, все ориентировано на людей без инвалидностей. И я, может быть, единственный художественный руководитель, который, наоборот, мечтает о том, чтобы закрыть свою театральную компанию, потому что мне кажется, что, наоборот, не должно существовать компаний, которые на этом специализируются, а просто должны брать всех актеров во все постановки. And I think one of the things I'm proud of that Graeae has done is really challenged the big festivals, the mainstream festivals, for them to really embrace what access really means. So it's not just the work of Graeae that's accessible, they are encouraging all the other companies that participate in that festival to consider making their work accessible and inclusive. So it's like the pebble drops and then the impact is far. И еще один из моментов, которым я действительно горжусь, это участие в больших фестивалях, потому что им действительно пришлось глубоко принять концепцию доступности, и это заслуга не только компании Graeae. И действительно этим фестивалям пришлось признать эту концепцию, и они теперь призывают и другие театральные компании делать их постановки инклюзивными и доступными. И мне кажется, что как раз это очень важное достижение. But because we are in this COVID pandemic, one of the things that we have done in the UK, I set up a group called We Shall Not Be Removed, and we've created the 7 principles of engagement that the whole of the mainstream theatre world need to embrace to make sure that we are not forgotten when we go back into the theatres coming out of lockdown. И в свете пандемии COVID-19 одно из достижений, которых удалось добиться в Великобритании, это то, что я создала группу под названием We Shall Not Be Removed, нас не должны убрать, где мы создали 7 принципов, которыми стоит руководствоваться всему театральному миру в принципе, которые они должны признать, чтобы, когда мы вернемся в театры, нас не забыли. Антон, спасибо за вопросы. Спасибо. Спасибо. Я пробегаюсь дальше по вопросам. Ольга прислала нам вопрос. Наверное, было непонятно, что такое звуковой флаер, как выглядит звуковой флаер. Thank you, Anton, for your question, and thank Jeannie for answering. And now moving on to other questions, we have a question from Olga, and maybe she didn't have it clear what this audio flyer is, what it actually looks like, how it works. So it's, I suppose in a way, an audio flyer is a sound link which has the information about the production, where it's on at and at what time. But within all of that information, there's the sound, there's music, there's some of the narration from the performers. So it's like a soundscape of the theatre of what it is you're going to see. So it's nice, it's not just flat, oh, the show is on Tuesday at 7 o'clock. It's more theatrical than that. Does that make sense? Как работает аудиофлайер, аудиоброшюра? По сути, это
ссылка на звуковой файл, где предоставляется информация о постановке, о ее времени, о месте, и в том числе туда входят и какие-то звуковые эффекты, музыкальное сопровождение, часть рассказа, часть голосов актеров. Таким образом, это как бы звуковая обстановка того, что вы будете чувствовать в театре. И это не просто информационная запись, где говорится, например, о, постановка в 7 часов вечера во вторник. Нет, это более театрализованный музыкальный файл. Я надеюсь, что так понятно. Спасибо. И еще один вопрос от Ольги, я сразу озвучу. Вы рассказывали про постановку по пьесе Сары Кейн, да? Что за пьеса? Не запомнилось. And another question from Olga, you talked about a play by Sarah Kane and just didn't catch the name of the play. It's Blasted. Blasted. Incredible play. Это действительно невероятное. Спасибо. Вопрос от Веры. Добрый день, спасибо огромное. Меня зовут Вера, я тифлокомментатор, аудиодескриптор. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас штатный аудиодескриптор? Наверное, Вера имеет в виду, что он постоянно работает с вами, с вашей группой. Имеет ли он специальное образование? Или кто-то составляет текст, а читает актер? Как вы находите финансирование на организацию аудиодескрипции на ваших спектаклях? И еще сразу вопрос. Считаете ли вы этичным ситуацию, когда аудиодескриптор описывает внешность актера? Или лучше все-таки актерам самим это делать? And we have a question from Vera, and she says, good evening, and I work as a audio descriptor, audio describer, and the question is, do you have any in-house audio describers who work with you all the time? Do they have any special training or special education, and how does it work? Does someone create the text separately and the text is read out by an actor, or is it organized in a different way? And how do you raise funds for audio descriptions? And another question, do you think it is ethical when an audio description specialist describes an actor's appearance, their physicality, their looks, or is it better when the actor does it themselves? Brilliant questions. I'll ask the second one first. I think it's really, really important that the actor chooses the words that they use to describe themselves. That's why I always ask my performers to quote the words that they use and to record the performers. About their physicality. Я отвечу на второй вопрос сначала. Я считаю, что очень важно, чтобы именно актеры выбирали слова, которыми их описывают, и поэтому я прошу именно моих артистов описывать себя и записываю то, как они описывают свою внешность, свою физическую сторону. The first question, it depends on the play. We don't have a full-time audio describer, but every play we think, how is your audio description going to work? And sometimes it's an actor that does it and we work with them to write the script, or all the actors do it live on stage, like in Blasted. It really does depend. Что касается первого вопроса, все очень зависит от самой пьесы, потому что у нас нет постоянного аудиодескриптора, который бы с нами работал на полную ставку. Все очень зависит от пьесы. По ходу пьесы мы думаем, как это будет работать лучше всего. Иногда мы просим какого-то одного актера и специально пишем скрипт, специально пишем текст, который озвучивается. Иногда мы просим всех актеров вживую делать такие описания, как, например, мы делаем с пьесой Blasted. If we're having audio description which is through headsets in the theatre, and if it's, say, it's a play with all black men and women, we will make sure that we have a person of colour doing the audio description, and they will work with us, not separately. We create the script together.
so the actors know when the audio description is happening, so they don't. So it's about always working together. It's not a separate add-on thing. It's fundamental from the start, if that makes sense. И если мы работаем с аудиодескрипцией через наушники, если это, например, пьеса, где все актеры мужчины и женщины чернокожие, то мы сделаем так, чтобы и аудиодескрипция делалась человеком с таким же цветом кожи. Мы цитируем текст все вместе, и очень важно, чтобы актеры знали, когда будет происходить аудиодескрипция, в какой момент, поэтому мы всегда над этим процессом работаем все вместе. Это не задача какого-то отдельного человека. Очень важно также отметить, что мы над этим работаем все вместе с самого начала. There is an organisation in the UK called Vocal Eyes, who offer very good training, and Graeae has raised money to set up audio description training so that we have a really diverse pool of audio describer actors that we can work with. И есть также специальная организация, она называется Vocal Eyes. Мы работаем тем, чтобы предоставлять специальную подготовку нашим актерам, чтобы они максимально хорошо в компании Graeae могли эту аудиодескрипцию осуществлять. But my favourite way is always when, if the script is right, that the actors speak the audio description live, because therefore it becomes really, really part of everything, and hearing people hear the audio description of what they are seeing, and it helps them to look harder at what's on the stage in front of them. So it works for everybody. И мой любимый, конечно, метод — это когда актеры делают аудиодескрипцию вживую, потому что тогда она действительно становится частью всего, и слышащая часть аудитории слышит одновременно то, что она видит глазами, и это заставляет их смотреть еще внимательнее, поэтому таким образом мы задействуем всех людей в аудитории. Спасибо. У нас еще есть ряд вопросов, но заканчивается время, Дженни. Если вы не устали, мы немножечко еще попытаемся ответить на вопросы. Как вам? And we have a few more questions, but the time is running out, so if Jenny is not tired yet, we will continue with questions. Чуть-чуть. Just a little bit. Хорошо. Вопрос. Взаимодействуете ли вы с инклюзивными музеями? Какие были и какие есть проекты? And another question is, do you cooperate with inclusive museums, and what projects did you have in the past, and do you have any projects now or planned? We don't have any real projects with museums, but we are starting a project with the building next door to Graeae headquarters, which is the Museum of Home. So it becomes about people's personal stories, home-based stories. So that's our only real connection with museums at the moment. У нас нет каких-то действительно сейчас проектов с музеями, но мы сейчас начинаем работу над проектом с организацией в соседнем здании с нашей штаб-квартирой, а именно это музей дома, и проект будет посвящен личным историям людей, связанным с их домами, так что это, наверное, наша единственная какая-то связь с музеями. Спасибо. But within the We Shall Not Be Removed group, there are many people who work in museums, and I think one of the most extraordinary examples of accessible art gallery was the rehearsal space in Moscow, looking at all the different ways of and talking about all the different ways of access. So I think so many people are doing really interesting things across the world around how to make museums and art galleries more accessible. Но в том, что касается работы группы We Shall Not Be Removed, нас не уберут. Многие из ее участников работают в музеях, и здесь стоит затронуть вопрос доступности различных художественных галерей. Например,
Можно вспомнить места для репетиций в Москве, пространство для репетиций в Москве, потому что там охвачены самые разные аспекты доступности, и действительно так много людей делают так много всего интересного, что действительно можно развивать дальше тему доступности музеев и художественных галерей. Спасибо. Еще вопрос. Меня слышно? У меня что-то с интернетом. Кто-нибудь скажите, меня слышно? Да, хорошо, спасибо. Есть ли какие-то особенности при проведении онлайн-спектаклей для зрителей с разными потребностями? Какие могут быть в данном случае решения? And are there any specifics, any peculiarities when you organize online productions as far as people with different needs are concerned? What solutions can there be? When we've done a lot of online work this year, well, last year, suddenly we're all locked down. So, you know, of course, all of my team want to continue to be creative. So we have a whole cohort of writers, deaf and disabled writers, Right to Play initiative where we've been training writers. So they have written short monologues for deaf and disabled actors, directed by deaf and disabled directors. And everything that we put online is captioned, and there might be a separate track with the audio description, or we ask the actor to keep audio describing what's happening on the Zoom. That's what we've been trying to do. So it's captions, audio description, and making sure that the work is absolutely presented by deaf and disabled people. Doesn't quite answer your question, I'm sorry. И мы очень большой пласт нашей работы был в этом году онлайн из-за локдауна, из-за самоизоляции, но вся моя команда очень хотела продолжать творить, и мы работали с неслышащими писателями, и людьми с ограниченной физической активностью в рамках инициативы по подготовке как раз писателей. И мы таким образом создавали монологи для неслышащих и людей с ограниченной физической активностью, которая режиссировалась как раз-таки людьми неслышащими или же людьми с ограниченной физической активностью. И все эти постановки транслировались с субтитрами, и мы также либо предоставляли отдельный трек, отдельный канал, где шла аудиодескрипция, либо мы просили актеров описывать все, что происходит в Zoom. Вот, в принципе, что мы пытались делать. Так что мы использовали субтитры, аудиодескрипцию и работали над тем, чтобы все наши постановки были представлены людьми неслышащими или же людьми с ограниченной физической активностью. Не знаю, получилось ли ответить на ваш вопрос. We also, if we do a podcast, we make sure there's a transcription of the podcast, and started doing BSL transcriptions of podcasts. And we are also doing a podcast where it's just two deaf people signing with subtitles and voiceover. So we've got a real mixture of things online. And also we do a lot of radio. I direct radio and I can't hear it. I don't know why I do it, but I love doing radio. But we make sure that there's a transcript, and I'm just doing the animation of the last radio show that we did. So we have it in cartoon form for deaf people. И также у нас есть подкаст, и мы всегда следим, чтобы к нему был транскрипт. Сейчас мы также стали предоставлять транскрипт на британском языке жестов. Плюс у нас также есть подкаст, где просто на языке жестов разговаривают между собой двое неслышащих человек, плюс там предоставляются субтитры, и есть звуковая дорожка, есть озвучка. Так что у нас целый
разнообразная подборка того, что мы делаем онлайн, плюс еще мы очень много работаем на радио. Я режиссирую нашу работу на радио, я не слышу, что там происходит, я не знаю, зачем я этим занимаюсь, но я очень люблю радио. И мы также стараемся предоставлять к этим трансляциям транскрипты, и более того, к нашей последней радиопостановке мы сейчас делаем анимацию, так что у нас еще теперь есть и мультипликационный продукт для неслышащих. Спасибо. Комментарий от Татьяны и вопрос. Добрый день, абсолютно согласна, что не должно быть отдельных инклюзивных театров. Дженни, а много ли в Великобритании спектаклей в обычных театрах, в которых играют актеры с инвалидностью? Thank you very much, and commentary from Tatiana, and also a question. She says, I fully agree with you that there should not be any specifically inclusive theaters, and my question is, are there many theaters in the UK that use actors with disabilities in their ordinary productions? One of the things I'm very proud of is setting up a consortium called Ramps on the Moon, which is 6 major repertory mainstream theatres. And every year they do a big play with more than half the cast deaf and disabled actors, and it goes to all of those theatres. And now many more other theatres are employing deaf and disabled people. So there's a real movement of the big mainstream world working with us. Еще один проект, одна инициатива, которой я горжусь, это Ramps on the Moon, то есть пандусы на Луне, которая задействовала изначально 6 крупнейших театров, и каждый год они ставили большую пьесу, где больше половины состава актеров это были неслышащие и люди с ограниченной физической активностью. И сейчас все больше театров таких актеров берут свою труппу, и мы очень гордимся тем, что смогли задействовать мейнстримовую, основную театральную среду. I mean, when I first started my job at Graeae, my real battle was with the drama school saying, you have got to train deaf and disabled people. And they were saying, but there's not enough jobs out there. And now I say to them, there are lots of jobs for deaf and disabled people because the mainstream world want to work with us. So you drama schools need to start training us. So it's good. Когда я только начинала свою работу в театральной компании Graeae, моя основная проблема, баталия, скажем так, с школами театральными, со школами актерского мастерства была в том, что они не хотели обучать неслышащих людей, людей с ограниченными с физической активностью, потому что говорили, что для них потом не найдется работы, не так много рабочих мест для них, а сегодня я могу говорить им, что нет, рабочих мест как раз-таки для них много, потому что театральный мейнстрим как раз-таки, наоборот, вовлекается в эти инициативы, и театральные школы начинают готовить актеров неслышащих и с ограниченной физической активностью, и это действительно здорово. Спасибо. Еще вопрос. Привлекаете ли вы детей с теми или иными нарушениями в свои проекты? Работаете ли с такими школами, колледжами, вузами? And thank you. And another question, do you involve children with various disabilities in your productions, and do you work with such schools, colleges, universities, etc.? We work with young people. We have a young company, and Jodie, who's doing a presentation on Thursday, will talk more about that. But yes, we work with little ones, teenagers, universities, colleges. We work everywhere. We are a very, very, very busy company.
and also we train actors, because the drama schools are getting better, but they're not working fast enough for me. So it's like, okay, well, we'll set up our own training. Да, Little ones. Да, мы работаем, у нас довольно молодая труппа, и Джорди, у кого презентация в четверг, об этом расскажет поподробнее. А так мы работаем и с малышами, и с подростками, и с студентами колледжей, университетов. Мы действительно очень активная компания, мы в том числе и занимаемся подготовкой актеров, потому что театральные школы, конечно, начинают уже подготовку актеров такого плана, но на мой вкус они работают недостаточно быстро. Да, я думаю, что эту тему в четверг мы продолжим как раз с Алисой Джоди, вот, и она расскажет нам обо всем этом поподробнее. Еще один вопрос у нас остался. Напечатаны ли и переведены тексты пьес, которые вы ставили вместе с аудиодескрипторами? Yes, I think we will continue on this topic on Thursday with Alisa Jodi, and we have just one more question left. Has the scripts of the plays that you used audio descriptors for been printed and translated? That's a nice question. In the book, see if I can show you. We've got some examples of the audio description written into the text. So some scripts, if like with peeling, the audio description is automatically there, and then when we have create our, that's peeling. But a Shakespeare or something where the audio description is not written in, we will write it into our final copy so that the lighting and the sound people know that the audio description is happening. It becomes part of our script, yes. That's the answer, yes. Sorry. В нашей книге есть примеры того, как аудиодескрипция вписана непосредственно в текст пьесы. В некоторых скриптах, в некоторых текстах, как, например, с пилингом, это происходит автоматически. С Шекспиром, где аудиодескрипция не вписана, мы вписываем ее в финальную копию, в финальную версию, чтобы наши звуковики, наши осветители знали, что аудиодескрипция будет происходить. Так что да, она вписана в финальные версии текстов пьес. Спасибо. Дженни, наши зрители говорят бесконечное спасибо, спасибо огромное за ваш опыт, еще спасибо, пожелания вам удачи. Это в переписке все в чате я читаю, поэтому мы все вас очень благодарим. На самом деле это был очень интересный рассказ и очень интересный диалог. Спасибо за опыт, спасибо за то, что вы делаете. И я надеюсь, что действительно мы еще придем к какому-то проекту. Я надеюсь, что «Прикасаемый Интач» были не последним проектом, когда мы сотрудничали вместе. И я хочу пожелать вам здоровья. Сейчас, наверное, это самое такое пожелание популярное. Здоровья крепкого, держитесь, и пусть ваш театр, ваш театральный проект процветает, и пусть вокруг вас будут ваши любимые, теплые люди, пусть вас окружают ваши родные, ваши друзья, и с кем вы вместе хотите и можете заниматься театральным искусством. Я благодарю вас еще раз, очень рада была вас видеть, я думаю, что все зрители также благодарят вас. Я хочу еще раз напомнить, что организатор этих серий вебинаров – Центр творческих проектов «Инклюзион», и проект проходит при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании. У нас впереди еще 7 вебинаров, которые ведут российские и британские спикеры. Заходите на наш сайт Инклюзиона, инклюзионцентр.ру, там есть все расписание, регистрируйтесь, и будем рады вас видеть на нашем проекте. Finally. Спасибо еще раз огромное. Я хочу еще раз поблагодарить наших переводчиков, наших помощников, Кэролин, Ребекку, Наталью и Марию.
Спасибо вам огромное. Без вас сегодня ничего бы не состоялось. And I'd just like to say that because I was absent, that our audience says endless thanks to you, Jenny, in the web chat for your experience, and wish you the best of luck. And we all thank you for your interesting story and for this rich dialogue. And thank you for your experience and your work. And I hope that we will come to a new project, and that In Touch will not be the last time we cooperate. And I would just like to wish you good health. And once again, thank our interpreters, Carolyn, Rebecca, Natasha, and Maria, because this wouldn't happen. Exactly. Interpreters are gold dust, as are voice translators. What would we do without you all? So thank you. Да, это правда, потому что без переводчиков никуда. Это касается и наших аудиодескрипторов, в том числе и переводчиков на языке жестов. Спасибо еще раз. Спасибо. Thank you once again. Please make sure you get access to my email, which is just jenny@graeae.org. And I really hope that this is the beginning of a new adventure with all of you. И я надеюсь, что у вас будет доступ к моему имейлу jenny@graeae.org. Я надеюсь, что все это даст начало какому-то новому приключению для всех нас. Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you so much, all of you. Take great care. Спасибо. Большое вам всем спасибо. Берегите себя.